Здравствуйте, с вами Ирина Преображенская с новым разговором для подкаста «Окно в новые смыслы себя и жизни». Последнюю запись я сделала вчера, 15 февраля, и, откровенно говоря, закончив ее, если кто из вас слышал, я уверена, вы считали просто какое-то огромное тотальное напряжение, которое сопровождало всю эту запись. И вот оно уже меня конкретно начало тоже поддавливать. Я и до нее уже хотела говорить на какие-то другие темы, но вот этот какой-то стоп и вот вся эта тема, о которой я так много говорила весь февраль, время СОС, она продолжала стоять в моем пространстве, и я не могла ни отодвинуть ее, ни перешагнуть, ни уйти, потому что на сегодняшний день, по крайней мере до сегодняшнего дня точно, в моем пространстве эти темы были самые главные. Основная тема была. И я, конечно, понимаю почему. Потому что моя задача всегда озвучивать самые актуальные вопросы вне зависимости от их популярности. Самые актуальные вопросы в состоянии людей. Потому что без этой информации, без этой ясности и разумного взгляда, взрослого взгляда в то, что происходит, просто невозможно на сегодняшний день ответить на вопрос, что происходит и как себе помочь. Эти вопросы являются одними из главных в моем пространстве всегда. Люди всегда приходят на консультации, в группы, как правило, с этими вопросами. Осознанно, неосознанно. И поэтому вот это освещение актуальных тем в глобальном масштабе является неотъемлемой частью моей жизни, потому что это все непосредственно влияет на всех нас, на каждого. И я на сегодняшний день рада, что появился этот импульс вышагнуть дальше, потому что тот стоп-кран, как я для себя определила, который сработал, уже действительно начал вот прям поддавливать и конкретно. Вот. И толчком к этому разговору сегодня стало общение с водителем в такси, чему я очень рада, который меня просто порадовал. Если утром я села в такси, и водитель весь был дерганый, весь какой-то на нервах, я из машины вышла в более каком-то напряженном состоянии, нежели я села в машину. Он все время очень резко тормозил, он все время очень резко вел себя на дороге, а я сама водитель с большим стажем, и поэтому вот это вот лавирование резкое, неожиданное и раскачка машины вот на этих гололедных дорогах очень сильно, конечно, нервировала. Там хочешь, не хочешь, это начинаешь сжиматься, хоть задышись. И поэтому я сижу, дышу утром, старалась, в общем, конечно, расслабиться как могла, но, откровенно говорю, поездка была такой прям напряженной, нервной. И до этого тоже я ездила, когда я тоже заметила вот это очень резкое торможение машин.
Такое ощущение, как будто люди вот правда находятся в каких-то своих капсулах, а я прям вижу, как вот они едут за рулем, и они думают о чем-то своем, они дороги практически вот в большинстве случаев не видят, я прям это чувствую. Они включаются только когда уже, мне кажется, передняя машина уже вот фарами буквально там встает перед ними, только тогда они на педаль тормоза жмут. И поэтому такие очень резкие получаются движения, от которых, ну, в общем, напряжение все разливается и разливается в салоне. Немножко лирично звучит, но ничего хорошего, откровенно говорю. И поэтому я просто наблюдала, не сочла возможным здесь это, не посчитала возможным здесь это рассказывать. Думаю, зачем? В принципе, все и так уже понятно. Эти аварии, это все не просто так происходит. Я уже говорила неоднократно, что люди просто-напросто действительно зашорены и не видят конкретного момента дороги. Они все в своих мыслях, а еще плюс вот эта вот разжиженность в голове, вот отсутствие концентрации, размытое такое состояние, внимание, как правило, в общем, точно не такое, какое хотелось бы иметь на дороге. Все это в совокупности приводит вот к тем событиям печальным, о которых я уже достаточно много говорила. И вот уже когда я обратно ехала домой, сделав все свои дела, я сажусь в машину, и, о чудо, подарок жизни. Я воспитанный человек, тоже здравствуйте. Как правило, вот я сажусь, я первая говорю какие-то слова приветствия водителям. Те уже отвечают, видимо, слушают уже, с чем человек пришел. Тоже понятно, людей много. Тут мы сказали одновременно. И такой голос какой-то веселый был, прям такой легкий и веселый. Я сажусь, и начинается еще большее чудо. Сейчас, секунду, я просто попытаюсь вспомнить, как он меня спросил. В принципе, все просто. Радио вам не мешает? Радио вам не будет мешать? Я говорю, да нет, пожалуйста, пусть остается. А температура температура в салоне потеплее, либо вообще выключить? Как вам удобнее? Я говорю, меня все устраивает, спасибо большое. Ну и, конечно же, я не смогла удержаться. Я его поблагодарила. Я говорю, как приятно, спасибо вам большое. И вот мы разговорились, и я полностью согласна с этим водителем, который сказал, что для него вот такое общение и такая работа – это просто норма. Он говорит, вообще-то это нормально. Я говорю, я с вами полностью согласна. Вообще-то это нормально. Я работаю в сфере обслуживания с людьми. Это так должно быть. Я говорю, я полностью согласна с вами. Это вообще здорово, когда человек с таким настроением выходит на работу, и, соответственно, приятно нам, и хочется также общаться. Я точно так же обращаюсь к людям и также общаюсь. Я вас прекрасно понимаю, поддерживаю обеими руками. В общем, мы друг другу там лили этот лилей. Вот. Ну и потом, что у нас, к чему мы дальше-то пошли? Он рассказал, что его друг организовал таксопарк. Он говорит, я водитель в такси 9 лет. И помню, когда пришел в такси, меня друг попросил, в общем, быть этим, господи, в таксопарке. В общем, кто машины запускает, выпускает, в общем, все в таком духе. Вот. И он говорит, я постоянно обучал водителей и говорил им, что ты сюда приходишь работать с людьми. Это всегда важно помнить. Если тебе что-то не нравится, если тебя что-то не устраивает, не работай.
Но если ты в апатии, в депрессии, это обязательно скажется на работе, и ничего хорошего не получится. Я говорю, почаще бы таких наставников. Он говорит, ну я тоже умный такой стал не сразу, откровенно говоря, потому что когда я только пришел в такси, вы, говорит, представить не можете, целый год мне все не нравилось. Мне все не нравилось, не нравились коллеги, которые мне машины сдавали, не нравились пассажиры, меня все бесило, все раздражало, откровенно говоря, даже до драк доходило. Я говорю, и что стало переломным моментом? Ведь где-то все это остановилось. Он говорит, а вы знаете, в один прекрасный момент я просто понял, что, во-первых, работа действительно нормальная, очень удобная. Все ты сделал под себя, все настроил, как тебе надо. Но вот это мое отношение, он говорит, я прям реально понял, что это все от меня зависит. Я это увидел в какой-то момент, и я прямо увидел, что у меня столько много сил, говорит, и нервов на это уходит. Зачем? Я, говорит, все равно ничего не могу поменять. Я все равно ни на что не могу повлиять. Он даже вот он моими словами все время это все говорит. И я так себе, говорит, сижу, говорит, репу чищу. Зачем я создаю сам себе проблемы на ровном месте? Люди такие, какие есть. И я просто-напросто стал проще ко всему относиться. Стал закрывать глаза на многие вещи, стал уходить от конфликтов. Замечательное правило: дай дорогу дураку. Где-то уступлю, где-то отойду, где-то вообще не замечаю. Все. Он говорит, я изучил уже весь, вот, как говорится, вот этот график, когда, какие люди ездят, в общем, все в таком духе. Я, говорит, я себе выстроил комфортный график. И все, он говорит, меня абсолютно все устраивает. Я говорю, а если все-таки вот вас накатывает, я имею в виду, ну, наваливается, все равно, говорю, невозможно там укрыться совсем, скрыться, изолироваться, все равно какие-то дома происходят моменты. Что вы с этим делаете? Он говорит, а все очень просто. Как правило, это все равно уже чувствуется, что ну, не идет, вот не идет, тяжело. И он говорит, я, как правило, вот уже чувствую, что все, закипаю, подкипаю, все уже, говорит, там котелок вот-вот сорвется. Я просто-напросто беру себе выходной, поеду, говорит, возьму себе шашлыков, выпью, говорит, водочки, встречусь с друзьями, как получится, или, говорит, без них тоже как получится, отдохну, как я хочу, и все. Он говорит, я отдохну вот просто как мне хочется в этот момент. Ну, говорит, я вот шашлык, водка, как говорит, ну, это вот что первое пришла так, говорит, я, в общем, что захотел, то и сделал. Но, говорит, выходной я беру обязательно. Я, говорит, никогда в таком состоянии на линию не выхожу, никогда. А зачем? Он говорит, и себе нервотрепка, и людям нервотрепка. Это же, говорит, все взаимосвязано, а потом, говорит, я себе этот рейтинг понижу, и все, и пиши пропало. В общем, как сказать, не стоит всего этого. И все, он говорит, я выхожу на линию огурцом. И как обычно, вот, пожалуйста, добрые разговоры. И вот мы с ним общались, вот честно говорю, приятно, приятно, приятно. И я сразу себе намотала туда, в мою библиотеку, что надо обязательно об этом примере рассказать здесь. Вот, пожалуйста. Обыкновенная, абсолютно обыкновенная житейская ситуация. И человек не ходил ни по каким специалистам, ни по каким, как говорится, терапевтам, никуда он не ходил. Он просто-напросто остановился, чувствует, что уже все не вывозит, взял себе выходной, отлежался, отдохнул, выдохнул. И все, и дальше снова с новыми силами. И потом, когда мы уже подъезжали, я все-таки у него спросила, но
Дело-то в том, что сейчас вот ситуация все-таки такая, ну, напряженная. Многие люди, например, жалуются, там вот работы нет или еще что-то. Он говорит, вы знаете, я вот когда, говорит, слышу вот эти все разговоры о том, что работы нет, для меня, говорит, это все полная чушь. Любой нормальный, взрослый человек всегда найдет чем заработать. Всегда. Конечно, говорит, удобно лежать на диване, пузыри дуть и говорить, как тяжела жизнь и как вот ничего не получается. И, короче говоря, винить все и всех. Он говорит, я вообще этого не понимаю. У меня, говорит, работа есть всегда. Я не прочь суетнуться, как он сказал. Я везде, везде, говорит, где только есть возможность, я, говорит, везде заработаю. У меня, говорит, проблем с выживанием нет. Я работаю и зарабатываю на жизнь. И мне все нравится, у меня все. У меня, говорит, и деньги есть, у меня все есть. Причем он едет такой и рассуждает, что выгоднее построить, значит, сейчас вот квартиру купить или дом построить. Вот, пожалуйста, вот у человека такие перспективы, такие возможности. И он их видит, это прямо чувствуется. Очень легкий, очень позитивный, очень такой коммуникабельный. Абсолютно. Вот мы с ним сколько ехали, очень приятно общаться. Я вышла в прекрасном настроении. Вот простой пример из жизни. Все это рядом с нами, это есть. И я очень рада, что этим примером я начала список тех примеров, о которых я буду говорить, потому что дальше я буду говорить о тех людях, которые в моем пространстве озвучивали точно такие же свои примеры из жизни. Когда закончилась группа по расстановкам, мы задержались, несколько человек, и одна из участниц стала рассказывать, как ей поступило предложение, о котором еще недавно, наверное, она бы и мечтала. Крупная корпорация сделала ей предложение, а она фрилансер на сегодняшний день. И вот крупная государственная корпорация сделала предложение. Она говорит, а я не хочу там работать. Какой-то знакомый к ней обратился вот с таким предложением. И он как будто ее не слышит. Скинь резюме. Она, вроде бы отказать неудобно, но скинула резюме. А сама уверена, что она туда точно не пойдет. Ее на сегодняшний день все устраивает в жизни, как у нее дела идут. У нее, слава богу, и работа есть, слава богу. Есть. Человек делает свое дело, все нормально. И вот поступает такое предложение, которое, в принципе, ей никуда не упирается. Но она просто-напросто, как говорится, из хороших отношений скинула резюме. Он ей сообщает, что назначили собеседование. Она говорит, так я не хочу туда идти. Он говорит, сходите, трудно что ли? То есть вот человек на своей волне там поддавливает. Вот. Эта девушка так, в общем, как бы неудобно. Ладно, схожу. И она говорит, я вот шла на это собеседование, и я прям поймала себя на мысли, что еще недавно мне бы это было вот прямо, наверное, вот прям это круто было бы. А я иду по этому офису шикарному, и у меня только одна мысль. Как хорошо, что я вот сейчас вот зашла, вот что-то здесь сейчас я поделаю, и я уйду. То есть вот это такая связь с собой, что вот это точно не мое. Вот и не надо такое вот, как будто человек точно чувствует, что это не его место. Вот, хотя все круто, хотя все классно. Только, как говорится, даже люди бы и не поняли, почему нет. И вот она говорит, я сходила на собеседование, ушла. Ей знакомый сообщает, что ее берут. Она говорит, так я не хочу. Должность, зарплата, все, пожалуйста. Она говорит, я не хочу, меня все устраивает. Он ее опять как будто не слышит, выкатывает ей целый список вакантных мест, выбирай, какое тебе нравится. И она говорит, я ему пытаюсь достучаться, что я не хочу, не хочу.
В общем, я, откровенно говоря, сейчас не помню, чем там все дело закончилось, но основная мысль то, что начали поступать предложения, о которых еще недавно, как она говорит, она, наверное, бы мечтала, и очень многие коллеги э, не отказались бы от этого предложения, а ей это не надо. Это вот один был момент. Второй момент с этой же девушкой. Она рассказывает, что она как бы имеет офис в чужом офисе. Сейчас попытаюсь объяснить. Ну, короче говоря, это у нее офис. Получается, что она работает в чужом офисе без оплаты. Господи, что-то я запуталась тут немножко. Да, уже несколько лет. Ну вот как-то пришла, там помогла хозяину сделать какие-то дела. Вот, ну и так осталось, причем без оплаты. Вот сидит там. И в начале этого года услышала, как, по-моему, бухгалтер ему, собственнику, хозяину, сказала, что вот надо бы договор с ней заключить, надо же оплату, аренду. И она услышала, что он ей ответил: не трогай ее, а то уйдет. Для меня все понятно, например, все прозрачно. Я улыбнулась, объяснила, что я увидела. И вот она мне сказала, я так и поняла. Потому что эти мысли я уже озвучивала, я их попозже озвучу. Сейчас просто примеры приведу. Другой пример. Как раз вот мы разговаривали на эту тему, как эта девушка рассказывала, как она посещала эту корпорацию. Я вот здесь начала комментировать, напоминать свои мысли, которые я раньше говорила. И подходят еще девушки и говорят, что как хорошо, что мы стали свидетелями этого разговора, потому что у нас то же самое. Я говорю, интересно, а у вас что? И вот одна рассказывает, что в свое время подавала резюме в московскую и питерскую компании, очень крупные компании, очень такие, сами понимаете, престижные. Но было молчание, была тишина, так и не дождалась она ответа. Хотя здесь устроилась на работу, все устраивало, и ее взяли с большим удовольствием. И даже на том собеседовании сказали, что похоже, что это не вы нас выбираете, а мы очень хотим, чтобы вы нас выбрали. Ну, то есть девушка себя так, в общем, так о себе заявила, что они уже ждали ее решения, просили, чтобы она к ним пришла на работу. И самое интересное, что сейчас проявились вот те питерские и московская компании и делают предложения очень хорошие. Причем эта девушка сказала, что сейчас она не готова прямо сразу дать ответ, потому что у нее стечение обстоятельств, семейные обстоятельства, но у нее тут свои процессы, сейчас вот состояние немножко у нее, как сказать, надо закрепиться, и резких шагов делать нежелательно. Сейчас идет сопровождение, там кое-каких процессов были. Вот. И она говорит, я прям чувствую, что мне это вот прямо сейчас точно не надо. То есть я вот вроде бы там у меня все есть, и там устраивает все, и попозже, да, я подумаю, посмотрю, но не сейчас точно. И вот она им сообщила, что вот сейчас она не готова. Они сказали, нет проблем, мы будем вас ждать столько, сколько вы скажете. О чем это говорит? О многом. И попозже вы тоже об этом услышите. О чем это говорит для меня, конечно. И рядом стоит еще одна девушка. Она говорит, а у меня то же самое. У нее тоже сыпятся предложения. И получается, что все девушки, которые вот в тот момент были вот в моем пространстве, они сейчас не имеют никаких проблем с выбором. Наоборот, у них сейчас задача выбрать что-то.
что их устраивает. И их ждут везде. И везде их уговаривают, и везде их ждут. И ни о каком, слава тебе, Господи, выживании речи даже близко нет. Вот вам, пожалуйста, абсолютно другая история тоже в нашей реальности, которая живет, процветает, и возможности только все больше и больше открываются. Все это реальные люди, реальные события. Я обожаю вот эту фразу, когда фильмы смотрю, основан на реальных событиях. Вот я вам тоже сегодня преподнесла разговор, основанный на реальных событиях. Один мужчина, водитель такси. Эти девушки, у них разная специфика, специализация. Ну, просто-напросто вот мы в моем пространстве встречаемся, они приходят для решения каких-то своих вопросов, когда надо. Вот, пожалуйста. Ничего заоблачного. В чем дело? В состоянии. Дело в той энергии, которая сейчас является их основной, главной. В свое время я писала пост, по-моему, в 2020 году о легких и лишних людях. Тогда я говорила, что сейчас вот мой призыв облегчаться будет иметь очень конкретные последствия и результаты. Потому что вот это само понятие «легкие люди» уже официально появилось вот в широких кругах. Я раньше говорила, что нужно просто облегчаться, становиться легче, чтобы уметь лавировать в нашей реальности и, соответственно, строить свою жизнь так, как тебе хочется, как тебе надо, видеть эти возможности, потому что если человек в апатии, в депрессии, он никогда эти возможности не увидит, потому что он колбасится вот в том болоте, в той пене из негатива и токса, в который попал в силу каких-то обстоятельств. И с этим надо просто разобраться, убрать это все и вышагнуть уже из этой ямы. И вот через какое-то время и взгляд проясняется, и легче становится, и ты уже способен увидеть эти возможности. А если ты там колбасишься, ну о чем идет речь? Да, конечно, нет. И вот это состояние легкости считывалось вот во всех примерах, и с этим водителем, и с этими девочками. Вот именно легкости. И они, вот все люди вот об этом рассказывают, вот сидишь, просто балдеешь, честное слово. И вот в том посте я и писала, что сейчас, уже в 2020 году я об этом говорила, что идут разговоры в бизнес-среде о том, что понадобятся люди с определенной компетенцией, понадобятся люди с определенной энергией, понадобятся люди, у которых есть, конечно, компетенция и энтузиазм, способность внести энергию жизни, движения в коллективы. Вот что сейчас нужно. И вот эти люди, пожалуйста, они именно такие. Так самое-то интересное, что я уверена, что за ними не бегают, вот способны они двигаться или нет. Понимаете, это все считывается на тонком плане. Это все подсознательно. Люди даже не понимают, почему вот так происходит. Но происходит. Явно ведь вроде ходим все одинаковые, одинакового роста примерно. Ну, я имею в виду ничего вот особого такого не скажешь. Но что-то ведь значит влияет. Энергия, незримо влияет энергия. И с такими людьми хочется и общаться, и взаимодействовать, и коммуницировать, иметь дело, либо просто пообщаться, либо какое-то сотрудничество выстроить. Хочется. Особенно если
другая сторона в другом состоянии. И сейчас я вам скажу то, что я лично предвижу. Сейчас такие люди будут реально на расхват. Сейчас они будут востребованы как никто. Именно энергетически легкие люди. Знаете почему? Потому что, как я опять повторяюсь, мне приходится постоянно цитировать свои же ранние мысли. Самая дорогая ценность в этой жизни — это энергия, человеческая энергия. А ее в нашей жизни вот такой настоящий на сегодняшний день не так много, как хотелось бы. И на сегодняшний день энергия заключена только в тех людях, которые вот умеют облегчаться вовремя, простраивать свою вертикаль, чтобы вот этот источник постоянно питал твой поток. Немножко заумно, но у меня вот как идет, так идет. Я сейчас просто вот иду за тем, что льется, и, в общем, надеюсь, что вам это будет понятно. Потому что когда человек запечатан, еще раз говорю, вот в депрессии, в апатии, в стрессе находится, там, конечно же, запечатано все. Человек в спазме. Но о каком потоке там может идти речь? Конечно же, нет. Ничего там не течет, ничего там не движется, там, ну, извините, прям болото. Ну, кто захочет с болотом иметь дело? Ну, конечно же, нет. Люди бегут от этого. Они и сами захлебываются. Еще вот с такими болотными людьми общаться. Ну, кому это надо? Конечно, нет. Сейчас каждый будет сохраняться как может. И это правильно, это нормально. Потому что еще куча обязанностей, дом, близкие, обязательства. Энергия нужна, чтобы быть в ресурсе, чтобы быть на плаву. И поэтому мы же подсознательно тянемся к тем людям, в те места, которые нас могут энергетически наполнить, с теми людьми, с которыми хочется общаться, понимаете? А почему? Именно поэтому, потому что есть энергия, тепло, настоящее тепло. И сейчас такая ситуация, что такие источники тепла будут нужны всем. И людям, и в коллективах, и в проектах. А кто движет проекты? Люди. Поэтому я нисколько не удивилась, что вот этим девушкам сыпятся предложения, и их никуда не отпускают. Вот эта девушка же сидит абсолютно бесплатно в чужом офисе. А почему хозяин остановил бухгалтера, говорит, не трогай ее, а то уйдет? Зачем? Почему? Ответьте себе на этот вопрос. Что в ней такого? Пришла, села, вот не платит ничего. Никакого отношения к этой фирме она не имеет. Вот, пожалуйста, пример из жизни. Еще хочу рассказать тоже один пример. Прямо сейчас всплывает. В свое время у меня тоже пришла одна девушка. Она работала в то время в крупном совместном предприятии. И через какое-то время она стала там задыхаться. Она попыталась перейти в московский офис. В общем, не получилось. И уход был достаточно непростой, конечно, для нее, в общем. Все это было непросто, потому что и должность, потому что зарплата, в общем, ну, было непросто. Но она это сделала. Она перешла в другую. Ей сделали другое предложение.
один вариант еще, в общем, нарисовался. И ситуация была достаточно напряженная. То есть вот уже, знаете, это когда человек не уходит вообще под фанфары, а уходит в таком напряжении. То есть, ну, в общем, в коллективе такая уже ситуация была, как будто вот уже называется, что только бежать. Но самое интересное начало развиваться дальше. Когда она ушла оттуда, с прежнего места работы, откуда она, в принципе, уже уносила ноги с удовольствием, эта прежняя работа ее не отпускала и, по-моему, не отпускает до сих пор. Потому что постоянно ей начали звонить, спрашивать, приглашать. И потом через какое-то время ей даже сказали, что такое ощущение, что как только она ушла, все начало сыпаться. Началась жуткая текучка на этом предприятии, хотя предприятие очень вообще крутое. Началась жуткая текучка, люди просто побежали в разные стороны. Потом ей еще сделали предложение с Москвы, от чего она тоже отказалась, и там начало все рушиться. И когда она мне это все рассказывала, она говорит, у меня такое ощущение, как будто, откровенно говоря, вот моя энергетика там очень много что держала точно. Я говорю, а я не удивлюсь, что это так и есть. Я, конечно, туда особо не смотрела, не лезла, но последствия очень много что показали. Вот, пожалуйста. И предприятие, насколько я знаю, оно уже буквально влачит свое жалкое существование и очень сильно отличается от того, которое было при ней. Очень сильно. Она даже уходила, оно еще, ну, было такое, как сказать, устойчивое. А то, что сейчас происходит, это уже, как говорится, ну, еще чуть-чуть и совсем все будет печально. И в Москве также офис разваливается. То есть все, бизнес полетел в тартарары. На самом деле все проекты, любой бизнес, любое предприятие создает собственник. Очень много зависит от него. Не то, что много, а все зависит от него. Ему очень сильно повезет, если он, ничего не делая, все-таки в своем коллективе будет иметь вот таких людей, у которых энергетика вот такая живая, настоящая, которые не сидят на месте, не лежат на диване, а действительно двигаются вперед, вот как те девушки, о которых я сегодня рассказываю. Эти люди действительно очень много энергии вливают в свои коллективы. Это действительно так. И я нисколько не удивляюсь, что этих людей заваливают предложениями, и так и будет продолжаться. Это будет продолжаться. Они будут выбирать. Они их будут выбирать. И я очень рада этому. Это те результаты, которые вот есть в моем пространстве, и их достаточно. Они всегда являются следствием того движения, которое люди выбирают в своей жизни. Именно движение, так как они посчитали нужным, чтобы помочь себе, просто-напросто помочь себе. Все. Быть спокойными, здоровыми, ресурсными. Ну, мне кажется, это норма, как вот этот мужчина сказал, водитель, но это просто норма жизни. Я говорю, я с вами полностью согласна. Быть в нормальном состоянии – это норма. Общаться нормально, работать нормально, вместе как-то там, я еще раз говорю, коммуницировать. Это нормально. И то, что сейчас у нас происходит, вот это точно ненормально. Поэтому я вот как тот дятел все толдычу. Ребята, то, что происходит, ненормально. Вот вам, пожалуйста, пример нормальной жизни. Кому-то, может, достаточно будет вот сесть, протереть свои глаза. Как он, кстати, тоже сказал вот эту фразу «включить мозги». Точно, я вспомнила. Включить мозги. Тебя устраивает то, что вот так происходит? Нет.
Ну так возьми, хотя бы просто отдохни. Протри линзы и там что-то с этим сделай. Ну, все взрослые люди. Неужели устраивает вот такая вот колбасня? Да нет, конечно, нормальных-то людей нет. Но если будет недостаточно, ну, подними попу и сделай что-нибудь еще. Вот и все. И тогда проблем ни с работой, ни с реализацией точно не будет. Рано или поздно все выстроится. Если даже есть сейчас какие-то вопросы, то рано или поздно все равно это все решится. Было бы желание выйти из этого омута, из этой ямы. Поэтому предлагаю смотреть вот в эту сторону. Просвет есть. Слава Богу, есть люди, есть примеры, и я рада, что они все прибывают и прибывают. Когда вот мы с девушками общались, я тогда тоже уже решила, что я обязательно об этом скажу. Группа была у нас когда? 11 февраля, сегодня 16. Я тогда еще подумала, думаю, надо обязательно вот эту тему продолжить о легких и лишних людях, потому что вот о легких я сказала, а те, которые не такие, они уже считаются лишними. Я просто мысль не закончила. И вот я тогда уже подумала, что надо эту тему поднять. Но тут вот этот стоп продолжался. И, видимо, та тема, которую я вчера наконец-то все-таки озвучила, вот она требовала к себе вот такого чересчур внимания и напряжения, поэтому и далась так трудно. Вот. Я рада, что мы на ней долго не зависли, а есть уже глоток свежего воздуха. Предлагаю открыть окна свои внутренние и задышать более полно, более глубоко, более светло, чисто, ясно. Было бы желание. Вот такие дела, друзья. Рада, что сегодня я уже, наверное, в названии «Время СОС» не буду писать. А сегодня у нас с вами разговор, что да, он есть для кого-то, к сожалению. И я надеюсь, что все-таки люди, которые прослушают мои записи, все-таки помогут себе и уйдут от этой черты, если вдруг они около нее находятся. Помогут всеми доступными способами и двинуться уже в сторону выздоровления, исцеления и просто нормальной жизни. У кого есть желание пообщаться с этими людьми, пожалуйста, приходите, общайтесь, все они, как говорится, в доступе. Вот. Ну, если они, конечно, придут, я же не знаю, не ручаюсь, но, по крайней мере, вот я сама такая, и ко мне приходят такие. Все же взаимосвязано. Я не просто говорю, что у меня пространство свежего воздуха, это действительно так. По крайней мере, каждый, кто приходит, как потом отзывается, действительно берет и много, и щедро, и все это работает в его жизни, и люди уже уходят в другом состоянии, с другими глазами. Это же здорово. И это все возможно. И это все происходит здесь же. Состояние, личное состояние, это сейчас личное дело каждого. Вот. Кому надо, пожалуйста, приходите, впитывайте, смотрите, наблюдайте. Кому-то, возможно, просто достаточно подкаст послушать,
Посты сейчас у меня как-то не рождаются. Но в любом случае, я думаю, здесь информации достаточно для тех, кто действительно хочет себе помочь. Вот такие дела, друзья. Сейчас вот пробегаюсь по внутреннему своему экрану. Вроде все озвучила, что хотела. Сама рада, что этот разговор без стопов пошел. Вообще прям я чувствую намного легче. Я очень рада этому. Вот. Надеюсь, что и вы почувствовали эту легкость и какую-то ясность. Для этого я и пришла. Желаю вам, что я вам желаю. Интересно. А вот прямо тишина пошла. А давайте, наверное, так закончим. У меня сейчас пришло. А что вы сами себе желаете? Вот прямо сейчас, прослушав этот разговор. Вот в этой тишине для этого разговора с собой я вас и оставляю. Я открыта и на связи. Всех благ. До свидания.